Древнейшие хищники, парализующие свою жертву ядом и высасывающие из нее все жизненные соки. У них 8 ног, несколько пар глаз, и они не чураются каннибализма. Они непревзойденные охотники и безжалостные убийцы, знающие десятки способов обмануть, обезвредить и уничтожить свою жертву. Люди боятся и избегают этих тварей, а встреча с ними вызывает у большинства панический страх. Это пауки, настоящие машины смерти в мире беспозвоночных существ. Их предки избрали путь ассасина сотни миллионов лет назад. Но что, если мы перенесемся в прошлое, в эпоху, когда эти создания были не просто хищниками, а настоящими исполинами? Какой была Земля в эпоху гигантских паукообразных, и что заставило их уменьшиться до современных размеров? Чтобы понять, как паукообразные стали такими, какими мы их знаем сегодня, нужно обратиться к их истокам. Принято считать, что паукообразные пауки, скорпионы, фаланги и клещи произошли от морских хелицеровых членистоногих, на вроде тех же ракоскорпионов и мечехвостов. Древнейший известный науке прародитель паукообразных Малисония пленовинантрикс найден в канадских сланцевых отложениях Бёрджесса, возраст которых превышает 500 миллионов лет. Это было небольшое существо размером около 2,5 см, покрытое панцирем и обладающее хелицерами, особыми ротовыми придатками, отличающими паукообразных от других представителей членистоногих и служащих им основным орудием убийства своей жертвы. Предок пауков имел полноценные, хотя и примитивно устроенные легкие и вел придонный образ жизни, охотясь на мелких ракообразных. Шло время, хелицеровые превратились в грозных хищников, терроризирующих моря палеозоя. Гигантские ракоскорпионы эвриптериды считались полноправными владыками вод, но к началу силурийского периода природа решилась на дерзкий шаг освоения суши и произвела на свет первых покорителей сухопутных пространств – архаичных скорпионов и пауков. Одним из первых существ, вступивших на твердь земную, был скорпион Париоскорпио венатор, живший на Земле 440 миллионов лет назад. С первого взгляда ты бы не смог отличить это маленькое 3-сантиметровое создание от современных скорпионов. Его потомки переняли внешний облик своего предка достаточно точно. Этот арахнид был чем-то вроде гибридной переходной формы. Он вел водный образ жизни, однако мог свободно выползать и на сушу. Чуть позже в Верхнем Силуре появляются первые полностью сухопутные существа – псевдопауки из рода тригонотарбов. Тригонотарбы еще не были полноценными пауками в полном понимании этого слова. Ядовитые железы у них отсутствовали, а тельце состояло из члеников и внешне напоминало брюшко мокрицы. Позже в каменноугольном периоде тригонотарбы обзаведутся мощными экзоскелетами и защитными шипами, но не выдержат конкуренции с настоящими пауками и в конце концов вымрут. Но во времена силурийской эпохи суша только-только начинала осваиваться. Кроме растений и грибов рискнули выйти из воды лишь скорпионы и тригонотарбы, да и некоторые виды многоножек, а потому в то время их можно было считать чуть ли не королями наземного царства. Переход хелицеровых к сухопутному образу жизни потребовал значительных изменений в физиологии. Помимо развития полноценных конечностей ног, произошло сокращение кровеносной системы в связи с переходом к трахейному и кожному дыханию. Наружное осеменение, свойственное водным организмам, сменилось внутренним, а относительно короткий жизненный цикл и небольшие размеры проявлялись как частые проявления необходимости заканчивать развитие в ограниченный срок. Основной проблемой для паукообразных при выходе на сушу стал вопрос защиты от пересыхания. Безвидные просторы Силура и Девона, нещадно обвиваемые ветрами, представляли серьезную угрозу для древних пауков. Их организм, перешедший на локализованное легочное дыхание, нуждался в сильно увлажненном воздухе. Те же насекомые с их трахейной системой газообмена решили не проводить столь сомнительную модернизацию дыхательной системы, и поэтому не испытывали никаких затруднений при покорении суши. Ряд паукообразных, например, сальпуги и сенокосцы, решили последовать примеру насекомых и оставить трахейное дыхание как основное. Им же вторят мелкие тонкокожие арахниды, клещи и пальпиграды, которые вообще избавлены от легочно-трахейного аппарата и дышат через кожные покровы. В девонском периоде активное завоевание суши высшими растениями приводит к формированию новых биоценозов – лесов. Это событие дает старт бурному развитию наземных членистоногих, включая паукообразных. Среди самых известных арахнид того периода гигантский скорпион – Бронтоскорпио англикус. Он считается крупнейшим паукообразным из всех когда-либо живших на Земле. Его останки были найдены в песчаниках Лохковского яруса в графстве Вустершир в Англии в 1972 году.
Судя по 10-сантиметровому свободному пальцу одному из педипальп, эти скорпионы могли вырастать чуть ли не до 1 метра в длину. Это, конечно, не знаменитые рад-скорпионы из Fallout, но что-то уже очень близкое по размерам. Другой интересный персонаж из того времени – псевдопаук из рода Атеркопус. Это небольшой паук, длина которого вместе с ногами не превышала 1 сантиметра. Он интересен тем, что стал первым пауком, обладающим паутинными железами – спиготами. Почти 3 дюжины таких желез располагалось на задней части брюшка этого создания на небольшом расстоянии друг от друга. Такое устройство спигот позволяло создавать паутинную ткань с однонаправленными или хаотичными расположениями нитей. Однако до современных пауков с их невероятно сложным паутинным аппаратом этому древнему паукообразному было далеко. Во-первых, отсутствовала возможность тонкой регулировки толщины нити. Во-вторых, низкая скорость подачи паутины, напрочь убивающая возможность спрячь нормальные тенета. В-третьих, полное отсутствие контроля работы желез со стороны хозяина. Паутина просто выделялась из пигот псевдопаука, подобно тому, как выделяется зубная паста, когда ты сдавливаешь в руке тюбик. Разумеется, никаких ловчих сетей эти пауки плести не могли, а паутина использовалась ими для выстилания нор и защиты яиц. Да и ловить в сети в те времена, собственно, было некого. Крылатые насекомые пока не появились, время настоящих пауков еще не пришло. Около 350 миллионов лет назад в каменноугольном периоде ситуация стала меняться. Стремительный рост лесов из гигантских папоротников и плавунов, а также обилие болот и озер способствует влажному и теплому климату, весьма благоприятному для бурного развития всех форм жизни, среди которых паукообразные выделяются особо. Карбон принято считать периодом рассвета арахнидов, а среди сухопутных членистоногих широко распространяется такое явление, как гигантизм. Как и долгий жизненный цикл, гигантизм крайне редко встречается у наземных форм членистоногих и присущ лишь отдельным индивидам. Эти способы существования напрямую связаны с многократным периодическим размножением и, видимо, унаследованы паукообразными от водных хелицеровых. На суше такой феномен отчетливо прослеживается во влажном и теплом климате, например, современных тропических лесах. Те же южноамериканские пауки-птицееды достигают размера суповой тарелки и могут жить по 30 лет. Почти в 2 раза дольше, чем твой любимый кот или собака. Самым ярким примером гигантского паукообразного каменноугольной эпохи является скорпион Pulmonoskорпиус kirkatensис, останки которого были обнаружены в Шотландии. Длина этого гиганта доходила до 70 сантиметров. И хотя этот вид значительно уступает в размерах своему девонскому предку, его выгодно отличает наличие хорошо сохранившихся экземпляров, что для паукообразных вообще редкость. Вообще, скорпионы – это по факту вышедшие на сушу эвриптериды, то есть ракоскорпионы. Минимум приспособлений к сухопутной жизни, например, легочное дыхание и стопохождение, сочетается у них с довольно необычными приобретениями. Ядовитый аппарат на конце заднего отдела тела метасомы, переход к живорождению и вынашиванию молоди на себе. А вот еще один интересный паук родом из карбона – колючий паук Дугласа. Это небольшой арахнид размером около 15 мм. Его уникальность состоит в том, что его ноги были сплошь покрыты особым прочным экзоскелетом, усеянным острыми шипами. До сих пор палеонтологи не могут точно определить систематическое положение этого паука. По общей морфологии он напоминает некоторые виды клещей, но многие ученые придерживаются мнения, что паука Дугласа следует относить к вымершей ветви Пантентера пулномата, не оставившей за собой потомков. Тогда же в каменноугольный период появляется и первый представитель отряда сальпуг, или как их еще называют, фаланг. Сальпуги – довольно крупные паукообразные, весьма устрашающего вида. Длина их тела может достигать 80 мм. В их физиологическом строении крайне примитивные черты сочетаются с признаками высокого развития. Наиболее яркий отличительный признак сальпуг – длинные педипальцы и огромные гипертрофированные хелицеры. Все в их облике выдает быстрого и смертоносного хищника. И если бы ты повстречал такое милое создание, тебе вряд ли захотелось бы взять его в руки. Характерной особенностью сальпуг, в отличие от других арахнидов, является наличие мощной развитой трахейной системы дыхания. По-видимому, это связано с их невероятно интенсивным образом жизни. Они способны развивать большую скорость, легко взбираться по вертикальным поверхностям и могут прыгать на расстоянии до метра. Сальпуги невероятно прожорливые и способны нападать даже на небольших млекопитающих, таких как рептилии и птиц. Начало мезозойской эры было ознаменовано не только появлением таких колоритных ребят, как динозавры. В мире паукообразных тоже произошли значительные события. Увеличение разнообразия насекомых приводит к возникновению настоящих пауков-тенетников, то есть пауков, способных ткать полноценную ловчую сеть.
Отдельного упоминания заслуживает появление в паучьем царстве инфоотряда мегаломорфов, крупных ядовитых пауков, к которым относятся и современные птицееды. Те самые пушистые зверушки, которых втайне мечтает завести у себя дома любая маломальски нормальная девушка. Старейшими известными науке мегаломорфами считаются пауки рода Ризомегали, обнаруженные в среднетриасовых отложениях Франции. Эти восьминогие хищники обитали вблизи водоемов и могли плести воронкообразные сети, используемые для ловли добычи. Их тела уже полностью утратили признаки сегментированности, и внешне эти пауки уже практически не отличались от современных. Со времен появления арахнидов в палеозое гигантизм среди сухопутных паукообразных был свойственен лишь для некоторых видов скорпионов. Сами же пауки оставались крайне небольшими, не более 2-3 см в длину. Однако в мезозойскую эру, видимо взяв пример со своих современников, динозавров, пауки стали постепенно увеличиваться в размерах. Некоторые виды достигали уже довольно внушительных габаритов. Живший во времена юрского периода на территории современной Монголии и Китая Мангалоранхе Джурасика достигал 15 см в размахе ног. Это был стройный длинноногий паук, принадлежащий к отряду кругопрядов нефил. Кругопряды знамениты тем, что плетут самые большие паутины, площадь которых может достигать нескольких квадратных метров, а длина сигнальных нитей исчисляется десятками метров. Потомки мезозойских кругопрядов в настоящее время широко распространены в тропических широтах по всему миру. А вот и еще одно интересное создание от мира паукообразных – Месопроктус райоли, относящийся к отряду телефонов. Телефоны или жгутохвосты – крупные арахниды, обладающие довольно экзотической наружностью, напоминающие что-то среднее между скорпионами и сальпугами. Главная их особенность – громадные педипальпы, по виду и устройству напоминающие клешни. Ископаемый вид Месопроктус был найден в меловых отложениях бразильской формации Крата и достигал длины почти 70 мм. Кстати, некоторые современные телефоны не уступают своему предку в размерах, и несмотря на свой ужасающий облик, вполне безобидные для человека. Многие любители паукообразных содержат телефонов дома в террариумах, так что если у тебя возникли сложности с выбором подарка для своей подружки, то вот, пожалуйста, готовый вариант. Еще большее впечатление производит мезозойская фаланга, останки которой обнаружены в тех же меловых слоях Бразилии. Это самец длиной почти в 17 сантиметров. Учитывая, что у паукообразных самки, как правило, значительно крупнее самцов, то можно предположить, что представительницы прекрасного пола у этих созданий достигали по меньшей мере четверти метра в длину. Этот вид был назван учеными кратосальпугой, по имени формации, в которой были обнаружены останки гигантского арахнида. С приходом кайнозоя старушка природа окончательно подуспокоилась и привела царство паукообразных примерно к тому виду, в каком мы привыкли наблюдать его сейчас. Многообразие сложных цветковых растений стало причиной невероятного распространения крылатых насекомых-опылителей, основной добычей паукообразных, а стало быть, в пищу у наших восьминогих друзей недостатка не было. Интересный факт. Ежегодно паукообразные убивают и съедают около 800 миллионов тонн различных живых существ, что составляет целый процент от всей первичной биопродукции планеты. Из интересных кайнозойских видов можно отметить крупного представителя мегаломорфных пауков родом из далекой Австралии – Мегамонодотиум микласки, являющимся одним из крупнейших ископаемых пауков и достигающих длины 50 мм. Он жил около 10-15 миллионов лет назад во времена Миоцена, но вскоре вымер из-за смены некогда благоприятного климата в Австралии на более засушливый. Этот паук вел норный образ жизни и нападал на свою добычу из засады. Современные представители этого рода заселили острова Индонезии, но, к сожалению или к счастью для местных жителей, сильно сбавили в размерах. А как относишься к большим мохнатым паукам ты? Напиши об этом в комментариях под этим видео. Если когда-нибудь ты все-таки надумаешь навести порядок в своей комнате, будь осторожен и не смахни веником маленькое восьминогое создание, притаившееся в старой паутине под потолком, ведь за его плечами жизненный путь длиной в сотни миллионов лет эволюции, путь, который нам двуногим даже и не снился.